Дела про канадских маньяков даются хуже всего. По ним практически нет никакой информации. Это последнее расследование про Канаду. Поставьте ему дизлайк, чтобы больше не хотелось возвращаться к этой категории дел. Стоял пасмурный день. Тяжелое небо вот-вот обещало разразиться снегом. 12-летняя Кристин Энн Веллер быстро крутила педали своего скоростного велосипеда. Девочка торопилась домой в мотель Bonanza, который находится в дождливой глубинке Суррея, в 25 километрах от Ванкувера. Для голубоглазой озорной девчушки было в порядке вещей играть далеко от дома. Она любила открытые просторы. Девочка также любила ходить по магазинам, особенно сильно ее привлекал торговый центр Surrey Place Mall, который в наши дни носит название Central City. Совсем недавно в этом торговом центре открылась новая секция. И в тот судьбоносный осенний понедельник любознательная девочка решила встретиться здесь после школы со своей подругой. Пару часов девочки болтали и бродили по торговому центру. Это было их типичным времяпрепровождением. К 5 часам вечера, уже опоздав на ужин, Кристин одолжила у подруги велосипед, чтобы побыстрее подняться в гору и добраться до номера мотеля, где она проживала вместе со своими родителями. На все про все у девочки обычно уходило не более 3 минут. Однако в тот день домой она так и не вернулась. Поначалу родители не стали паниковать. Они предположили, что дочь решила остаться переночевать дома у подруги. Кристин ранее уже проделывала этот номер несколько раз. Прошла почти неделя. Девочка так и не появлялась дома. Тогда родители наконец решили обратиться в полицию и подали заявление об исчезновении ребенка. Однако, как и во многих похожих делах, поначалу полиция настаивала на том, что девочка добровольно решила сбежать из дома. Нужно лишь немного терпения, и скоро она вернется самостоятельно. Однако, когда полицейские обнаружили велосипед, который девочка одолжила у подруги перед своим исчезновением, они стали догадываться, что произошла какая-то беда. Велосипед валялся за зданием ветеринарной клиники на шоссе Кинг-Джордж. В рождественский день, 25 января 1980 года, один из местных жителей выгуливал собаку по улице Ривер-Роуд, которая протянулась вдоль реки Фрейзер, что в городе Ричмонд, который находится по соседству с Сурреем. На свалке с северной стороны Ривер-Роуд мужчина наткнулся на изуродованное тело девочки. Этой девочкой оказалась пропавшая почти 1,5 месяца назад Кристин Веллер. На теле были обнаружены множественные ножевые ранения в грудь и живот. Также девочку душили ремнем. Смерть Кристин станет первой в серии жестоких убийств, которые в итоге унесут жизни еще не менее 10 детей обоих полов в возрасте от 9 до 18 лет. Все убийства будут происходить на территории Большого Ванкувера, агломерацией, центром которой является город Ванкувер. Полицейское расследование убийства Кристин Веллер продолжалось, а в это время исчезла еще одна девочка из Суррея. Колин Дейна никогда не разговаривала с незнакомыми людьми, она была очень застенчивой. Эта 13-летняя девочка ростом 1,5 метра с прекрасными длинными каштановыми волосами и приятным личиком мило смотрела на прохожих с объявления о своем исчезновении. В тот день она решила переночевать у подруги и сказала бабушке, что вернется к 4 часам вечера. 16 апреля 1981 года стоял теплый весенний день, и девочка была одета соответствующе. На ней была яркая красно-белая куртка, синие джинсы и белые кроссовки. По маршруту до ее дома на Олд Йейл Роуд в Суррее следовало 2 автобуса. Оба должны были проезжать по мосту Патулла через реку Фрейзер, на берегу которой было обнаружено тело Кристин Веллер. Около часа дня, когда девочка сидела на автобусной остановке в спальном районе Северная Дельта, к ней подъехал автомобиль. Окно машины опустилось, и оттуда раздался громкий голос мужчины, который пытался привлечь внимание Колин. 3 дня спустя родственники заявили об исчезновении девочки. На этот раз полицейские также отнеслись к исчезновению девочки как к добровольному побегу из дома и решили не тратить силы на ее поиски. В те годы в Ванкувере ежемесячно подавалось около 300 заявлений о пропаже людей. И заявление о пропаже Колин стало лишь еще одним статистическим материалом. Только почти полгода спустя, 17 сентября 1981 года, в лесу Суррея, что находится восточнее 144-й улицы и неподалеку 26-й авеню, совсем рядом с американской границей, были обнаружены скелетированные останки и череп Колин Дейна. Только много лет спустя сестра Колин по имени Корин
решилась рассказать, что Колин всегда была прилежной ученицей, старательно выполняла домашнюю работу и получала хорошие отметки. А за 3 дня до 14-го дня рождения Корин вызвали на опознание вещей сестры. Среди вещей была лишь половина лифчика, но сестра смогла узнать только красную футболку Adidas, которую она сама одолжила сестре на пару дней. А всего через 5 дней после исчезновения Колин пропал 16-летний парень. Во время двухнедельных пасхальных осенних каникул также исчез 16-летний Даррен Джонсрат. Он находился в Ванкувере всего 2 дня. В качестве подарка на день рождения его мама устроила ему перелет на западное побережье. Это была долгожданная поездка в Кокуэтлам на встречу с мамой, 9-летней сестрой и 12-летним братом. Спокойный по характеру парень ростом 165 см и весом 40 кг отправился в путь из Саскачевана, где он проживал со своим отцом. Родители мальчика находились в разводе. Даррен планировал закончить учебный год, переехать к матери и устроиться на работу. Как впоследствии окажется, дом его матери находился всего в полуквартале от жилого комплекса Кокуэтлам, куда совсем недавно переехал его убийца. Последний раз Даррена видели в аптеке в оживленном комплексе Бурквитлам Плаза, где он решил купить пачку сигарет. В тот день он выбрал один из 2 торговых центров, в которых очень любили тусоваться местные дети, которые также проживали в том же жилом комплексе, что и убийца. В этом жилом комплексе проживало много других мальчиков и девочек помладше Даррена. Впоследствии окажется, что они неоднократно встречали этого мужчину, убийцу, и он им не очень понравился. За спиной они называли этого мужчину жутким призраком или конфеткой. Трагедия заключалась в том, что этому убийце порой бывало мало только одной жертвы. С его лица никогда не сползала улыбка, и он обладал свирепыми карими глазами. Но несмотря на это, он обладал и неким животным магнетизмом. Когда этот мужчина не был занят тем, что разъезжал на своей машине, пытаясь подцепить кого-то, он слонялся следом за детьми в торговых центрах Бурквитлам и Лохид. Все выглядело так, будто он имеет огромную неконтролируемую эмоциональную и физическую потребность в маленьких детях. Через 2 недели, 2 мая, сильно избитое тело Даррена было найдено лежащим рядом с плотиной в Деруше, в небольшом сельском поселении восточнее Ванкувера, и в 11 километрах к востоку от Мишена на северном берегу реки Фрейзер. Его скорчившееся тело лежало на дне каменистой насыпи. Коронер впоследствии сообщил, что парень погиб от многочисленных ударов молотком по голове. Все убийства выглядели очень разнообразно, и поначалу их не объединяли в одну серию. Убийца постоянно варьировал пол и возраст своих жертв. Это стало серьезной проблемой для следователей, которые опирались на те данные, которые были известны о сексуальных маньяках в 80-е годы. Тогда эксперты считали, что маньяки выбирают себе в качестве жертв людей одного пола и возраста. В связи с этим, дело Даррена долгое время не было связано с убийствами первых 2 девочек – Кристин Веллер и Колин Дейна. Молодой предприниматель из Тюмени Вадим Боков, которого прозвали в интернете «Тюменский Илон Маск», буквально перевернул представление о беспроводных наушниках. CG-Pods не уступает по качеству именитым фруктовым аналогам, а по функциям даже превосходят. При этом стоят они в 4 раза дешевле. И вот теперь тюменский Илон Маск переворачивает представление об уборке дома. Этой весной тюменцы представили целую линейку топовых пылесосов. В отличие от китайских аналогов, тюменские роботы-пылесосы не буксуют на порогах и преодолевают препятствия до 2 см. Расход зарядки у тюменцев более низкий, а контейнер для пыли более объемный. Можно чистить и подзаряжать пылесос после 2-3 уборок. У тюменских роботов-пылесосов умная лазерная навигация. Они в считанные секунды создают виртуальную карту помещения и тщательно убирают каждый участок. В отличие от китайских аналогов, тюменские пылесосы не размазывают грязь по полу, а реально его моют, проходя участок трижды в разных направлениях. Управляйте кнопкой на корпусе, дистанционно с мобильного приложения или с пульта. А еще у тюменцев появился уникальный пылесос-батон для очистки авто. Благодаря такой форме пылесос помещается в карман на двери или даже в бардачке автомобиля. При этом тюменский пылесос-батон поможет с уборкой в самых труднодоступных местах. Его диаметр всего 5,5 см. Но главное – сила всасывания, как у топовых полноразмерных домашних пылесосов.
а для самых узких щелей авто в комплекте есть специальные насадки. А вот мойщик от тюменского Илона Маска чистит реально сам. Без участия владельца робот сам подает себе воду из бачка распылителя, сам полирует насухо, сам отключается, если закончил. Мойщик подходит для окон, зеркал, дверей и плитки. Словом, для всего того, что вы раньше мыли вручную. Гарантия на все пылесосы тоже в тюменском стиле. Если вдруг что-то случится, заменят на новый, а не ремонт. VIP-сервис от тюменского Илона Маска. Однозначно рекомендую обратить внимание на новейшие тюменские беспроводные пылесосы. Переворот на рынке электроники для уборки. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. А по промокоду Unsolved вы получите скидку 500 рублей. Как впоследствии скажет один из сотрудников полиции: «Я прекрасно понимаю, почему все эти дети соглашались сесть к нему в машину. У него был дар убалтывать. А давай я куплю тебе пивка после работы», — говорил он подростку. Это была одна из ловушек, которые использовал убийца, чтобы заманить потенциальных жертв в укромное место или уговорить их пойти в номер мотеля. Он накачивал их алкоголем и наркотиками до состояния овоща. Некоторых он насиловал, а затем отпускал. Но большинство своих жертв он убивал. Даже при своих небольших габаритах 170 см и 76 кг ему было довольно просто одолеть подростков и девочек помладше. Часто он шел на такую уловку. Представлялся строительным подрядчиком и раздавал визитные карточки строительной компании Hale & Olsen Construction. Он производил впечатление на молодых людей, особенно обещанием высокооплачиваемой работы. Сейчас на форумах в интернете пишут некоторые выжившие жертвы этого маньяка и повествуют о других способах, которыми он заманивал их к себе и убеждал поверить ему. Так, например, он якобы нанял на работу 5 худеньких ребят, пообещав платить $5 в час за уборку территории. При этом он отказывал более хорошо физически сложенным парням, которые на такой работе смогли бы явно принести гораздо больше пользы. Он насиловал некоторых мальчиков, сначала выделив среди них старшего, и постепенно он завоевывал доверие и уважение каждого парня, рассказывая о своих похождениях в молодости. Также он завоевывал расположение к себе деньгами или походами в интересные места еще до того, как совершал сексуальные действия. Дарение подарков было его самым распространенным методом заслужить расположение ребенка. Убийца подбирал жертв на автобусных остановках, когда те гуляли на улице, катались на велосипеде или ездили автостопом. Чаще всего молодых людей он заманивал именно обещаниями работы и уговаривал сесть в свою машину. По словам доктора Кима Россма, эксперта по географическому программированию, некоторых он просто отвозил домой, некоторых насиловал, а некоторых убивал. Сам маньяк, похоже, не до конца понимал, почему одних он предпочитает изнасиловать, а других убить. В некоторых случаях он заявлял, что убивал часть жертв, потому что они не сообщали о нем в полицию, а другую часть – потому что они посмели упрекнуть его в употреблении алкоголя и наркотиков. Впоследствии в тюрьме этот маньяк напишет рукопись о серийных убийцах. Она так и не будет опубликована. В тексте с большим количеством орфографических и грамматических ошибок идет повествование в третьем лице. У каждого серийного убийцы есть свой собственный стиль и манера поиска жертв. Серийный убийца в 95% случаев убивает незнакомцев, потому что это самая безопасная цель в мире с точки зрения скрытности. Мальчики и девочки чаще всего становятся жертвами серийных убийц, которые ставят своей целью сексуальное удовлетворение. Большинство серийных убийц выбирают места совершения убийств в соответствии с местами, куда их просят отвезти жертва. Что касается географических областей, то их выбор зависит от времени года и прочих связанных факторов. Фактически, большинство их жертв – незнакомцы, хотя иногда они убивают членов семьи и знакомых. Например, Джон Уэйн Гейси убивал маленьких мальчиков, утверждая, что ему тоже легко найти жертву в любом месте. В мотеле, в клубе, на парковке, в магазине. А если целью был именно ребенок, то он искал его в школе, торговом центре, игровых залах или просто на улице. Он верил, что может поехать в любое место, выбрать любую понравившуюся жертву и заполучить ее без каких-либо проблем. Он нацелился на Джон Хейл в популярном пабе Caribou Hotel Lockheed, известном у местных просто как Caribou.
В 1980 году сельский декор, дополненный колесами от повозок, закрепленных на стенах, приглушенным светом и прокуренным воздухом, привлекал местных представителей среднего класса самых разнообразных профессий. Поначалу Джон и не догадывалась, что он только-только вышел из тюрьмы. Но когда она это осознала, ее вовсе не смутил и этот факт. Он показался ей очаровательным, его прекрасные карие глаза были наполнены любовью. В течение часа она была сражена наповал. А всего 3 дня спустя он переехал к ней. Его звали Клиффорд Олсон. Тогда мне казалось, что он именно тот, кто мне нужен. Тот, кто защитит меня от домогательств мужа. Клиффорд казался идеальным мужчиной. Джон забеременела. Они планировали пожениться. За месяц до свадьбы у них родился сын, которого отец решил назвать по традиции Клиффордом Олсоном III. Ведь так звали его самого, так звали его отца. Теперь так будут звать его сына. Все началось с того, что Клиффорд устроил скандал в больнице. Он убедил Джон развестись с прежним мужем, в результате чего бывший муж выплатил ей сумму в $43 000, которую Клиффорд умудрился промотать за 2 месяца. У него были склонности к жестокому обращению, которые только усугубились, когда Джон сообщила ему о беременности. Он начал чаще напиваться и избивать женщину. Ему требовалось выплеснуть куда-то свою ярость. Поэтому за тот короткий период он убил сразу 3 детей. Сложно поверить, но в ночь перед своей свадьбой он забавлялся с несколькими детьми, пока его невеста решила устроить с подругами девичник. Старших детей он отправил в магазин за жвачкой, а сам в это время изнасиловал оставшуюся с ним 5-летнюю девочку. В полицию на него заявила мама этой девочки после жалоб дочери. Олсон пришел в участок на допрос и начал отрицать слова девочки. Ребенок был слишком мал, чтобы давать показания, а у полиции не было вещественных доказательств причастности Олсона к изнасилованию, поэтому у полицейских не было основания предъявить ему обвинение. Пара поженилась 15 мая 1981 года в церкви в Суррее. Молодожены регулярно посещали фундаменталистскую церковь, но были вынуждены сменить приход, когда стало известно, что Клиффорд обвинялся в изнасиловании нескольких детей. Фундаменталистская церковь практикует полигинию – брачное сожительство более чем 2 людей. Тогда Олсона поймали на изнасиловании в бане маленького мальчика. В тот раз инцидент замяли. Никаких заявлений в полицию подавать не стали. В конце концов, полицейские начали подозревать, что во многих изнасилованиях и исчезновениях детей виновен Олсон. В конце мая его арестовали за вождение в нетрезвом виде и за преступления в отношении несовершеннолетних. Он попал в аварию вместе со своей 16-летней пассажиркой в Агасисе, деревне, расположенной примерно в часе езды от Ванкувера. Олсон подобрал ее в Кокуитламе. Хотя девушка не обвиняла Олсона в сексуальных домогательствах, она сообщила полицейским, что он предложил ей работу, купил ей выпивку и угостил наркотиками. Она спрятала одну из крошечных таблеток изумрудного цвета и позднее передала ее полиции. В лаборатории определили, что в составе был хлоральгидрат, одно из первых седативных средств в мире. В простонародье он также известен как нокаутирующие капли или микефин. Но кем же все-таки был этот самый Клиффорд Олсон? Клиффорд Роберт Олсон-младший попал в газеты в день своего рождения, 1 января 1940 года. Он был одним из младенцев, родившихся в новогоднюю ночь в больнице Святого Павла в Ванкувере. Он родился в 22 часа 10 минут в семье Клиффорда и Леоны Олсон. Хотя родители чуть-чуть не успели родить малыша в ночь с 31 декабря на 1 января, и им не удалось получить крупный приз от властей города в виде серебряной ложечки и ящика сгущенки, власти все же решили вручить им небольшой утешительный приз. Ведь формально малыш тоже родился ночью 1 января. Родителям подарили детскую книгу и вкусный подарок от аптеки Каннингем. Родители мальчика были самыми обычными людьми. Леона выросла в регионе Канадские прерии, а затем переехала в Ванкувер. Там она устроилась на местный рыбоконсервный завод. Клиффорд-старший развозил молоко в этом же городе на одной из доживающих свой век гужевых повозок. На момент рождения Клиффорда-младшего супруги проживали в небольшом доме, расположенном неподалеку от территории, принадлежавшей Тихоокеанской национальной выставке, что на восточном побережье. Когда мальчику исполнилось 5 лет, они переехали на западное побережье, в Эдмонтон, провинция Альберта. Семья поселилась в скромном одноэтажном доме на Гилмор Крессент, в быстро развивающемся пригороде Ричмонда.
Район состоял из 80 домов, построенных правительством специально для ветеранов Второй мировой войны. Здесь же маленький Клиффорд пошел в начальную школу Бриджпорт. Уже в начале своего жизненного пути Клиффорд заработал репутацию хвостуна. Когда я отчитывал его, он намеренно вел себя еще хуже, чтобы оказаться в центре внимания, вспоминает его бывший учитель. Иногда складывалось впечатление, что он хочет быть пойманным на какой-либо шалости. К 10 годам он начал регулярно прогуливать занятия, а в 15 лет несколько раз провалил экзамены. Клиффорд впервые оказался в тюрьме сразу же после окончания 8 класса. Если Олсен находился в компании людей, кому-то сложно было вставить хотя бы слово. Его навязчивые разговоры были одним из многих способов подчинить себе людей. Умнее всех, одиночка по жизни и хулиган в душе. У Клиффорда никогда не было близких приятелей. Он постоянно попадал в неприятности. Ради забавы он продавал людям просроченные лотерейные билеты, воровал деньги за молоко, которые местные жители оставляли на улице у входа в дом, а также мучил соседских кошек и собак. Ходили слухи, что однажды он задушил 2 соседских домашних кроликов. В 1956 году 16-летний Клиффорд бросил старшую школу и начал работать на ипподроме Лэнсдаун, а уже к 17 годам его криминальная карьера набрала мощные обороты. За последующие 24 года на счету Клиффорда Олсена-младшего числились в общей сложности 83 обвинительных приговора, среди которых были воспрепятствование правосудию, владение краденным имуществом, владение огнестрельным оружием, подлог, мошенничество, нарушение условий условно-досрочного освобождения, вождение в состоянии опьянения, кража со взломом, вооруженное ограбление, побег из мест заключения. В июле 1957 года 17-летнего Клиффорда отправили отбывать срок в тюрьму за кражу. Тогда ему удалось сбежать и украсть моторную лодку, после чего его схватили и отправили уже в другую тюрьму. Несмотря на то, что в юности и зрелом возрасте он постоянно участвовал в кражах со взломом, мошенничестве и ограблениях, ему удавалось оставаться на свободе лишь несколько месяцев подряд, после чего его снова отправляли за решетку. К 41 году Олсен в общей сложности провел на свободе только 4 года своей взрослой жизни. Хотя он и совершал преступления небольшой и средней тяжести, но совершал он их постоянно, из-за чего тюрьма стала для него родным домом. В период с 1957 по 1968 годы он сбегал из тюрем 7 раз. В 1959 и 1972 годах ему предоставляли условно-досрочное освобождение, но оба раза они были отменены из-за непрекращающегося криминального поведения Клиффорда. Находясь в тюрьме принца Альберта, Олсен получил 7 ножевых ранений от банды заключенных за то, что рассказал персоналу тюрьмы про 2 уголовников, планирующих контрабанду наркотиков. Впоследствии ему удалось убедить Совет по криминальным компенсациям Саскатчевана в том, что ему полагается выплата в $3500 из-за его необычайной степени морального и физического мужества. При этом 2 младших брата и сестра Клиффорда Олсена выросли обычными добропорядочными гражданами. Но вот у их старшего брата постоянно были какие-то проблемы с законом. В отличие от многих других психопатов, в детстве Клиффорда не было травмирующего события, которое можно было бы назвать спусковым крючком его убийственной ярости. Его родители в конце концов привыкли к регулярным визитам полицейских, позору из-за газетных репортажей и продолжающемуся нарушению закона их сыном. Они пытались помочь ему, когда могли, но в итоге оставили любую надежду на его исправление. Они стремились лишь ограничить ущерб, который он нанес их жизням. Всего через 4 дня после свадьбы, 19 мая 1981 года, Олсен подобрал 16-летнюю Сандру Вольфштайнер, которая проживала вместе со своей сестрой в Лэнгли. Сандра была симпатичной кореглазой брюнеткой. В тот день девушка направлялась к своему парню, чтобы отвезти его на обед в Суррее. Погостив некоторое время у его матери, около 11:30 утра она направилась к шоссе, чтобы добраться автостопом до автомастерской, расположенной чуть дальше по шоссе. Всего в 50 метрах от дома мама парня наблюдала, как Сэнди садится в серебристо-голубую двухдверную машину, за рулем которой сидит мужчина. Возможно, он предложил ей работу, потому что одна подруга видела, как Сандра закрывала свой счет в Королевском банке в Лэнгли. Тогда она сказала, что нашла хорошую работу по мытью окон за целых $13 в час, и что такими темпами она совсем скоро сможет купить себе спортивный Pontiac Firebird.
Олсен уговорил Сэнди отправиться в его хижину в лесу. Они заехали в заросли густого кустарника. По дороге в лес Олсен нанес удар девушке сзади по голове. Впоследствии он признается, что был в ярости, когда обнаружил в ее карманах мини $10, хотя до этого она сообщила ему, что при себе у нее есть $100. Поначалу полиция сочла девушку очередной беглянкой. BC Penitentiary – это федеральная тюрьма строгого режима, которая представляет собой внушительную своими размерами гранитную крепость, расположенную вдоль главной магистрали между Кокуитламом и Нью-Уэстминстером. Возвышается над промышленной зоной реки Фрейзер и мостом Патулла, который пересекает Суррей. Эта тюрьма стала вторым домом для Клиффорда Олсена. Перед тем, как снести BC Penitentiary в 1981 году, ее здания сделали открытыми для любопытной публики. В неопубликованной рукописи, написанной Олсеном, он объяснял от третьего лица, почему он тоже решил взглянуть на это место в последний раз. Олсен, несмотря на многие годы, проведенные в этих стенах, сентиментально посетил старую тюрьму BC Penitentiary, когда она была открыта для публики перед ее закрытием в 1981 году. К несчастью для Олсена, эта последняя встреча стоила ему свободы. Олсен вместе с тысячами других экскурсантов вошел в 102-летнее здание на экскурсию по тюрьме, не подозревая, что на его арест уже был выдан ордер, действовавший по всей Канаде. Поэтому, когда он заглянул в камеру, которая была его домом в течение нескольких лет, его узнал один из бывших охранников, и его быстро арестовала полиция Нью-Вестминстера. В последний раз Олсен отбывал наказание в этой тюрьме на протяжении 4 лет и 9 месяцев за различные правонарушения, включая кражу, подделку документов и ложные обвинения. Он любил играть с надзирателями. Он требовал постоянного внимания и усложнял жизнь всем вокруг. Его ненавидели все, но каким-то образом ему удалось здесь выжить. Некоторые сотрудники правоохранительных органов охарактеризовали его как мошенника, а не убийцу. Его считали вором, лицемером, болтуном, экстравертом, эгоистичным человеком, но никак не сексуальным преступником. Олсен был искусен в мошенничестве и знал, как обмануть систему. На протяжении многих лет Олсен упивался мелкими преступлениями. Первоначально в его послужном списке было указано, что он вор и мошенник. Его ранние годы, с 1957 по 1974, когда он был подростком, были пронизаны взломами, побегами и грабежами. Но на этом дело не закончилось. Наряду с этим развивалась девиантная сексуальная сторона Олсена. Олсен начал проявлять более агрессивное поведение в тюрьме и за ее пределами. Находясь в Британской Колумбии в 1974 году, он постоянно насиловал своего 17-летнего сокамерника. А в 1978 году, находясь на воле, он изнасиловал 7-летнюю девочку в Сиднее, Новая Шотландия. Когда он по-настоящему начал свою кровавую ярость, он находился под залогом по обвинениям в сексуальных домогательствах и хранении огнестрельного оружия. А в Новой Шотландии против него вот-вот должны были выдвинуть обвинения в жестоком обращении с детьми. Хотя по данному ордеру разрешалось действовать только в пределах провинции, но не вне ее. Вернувшись в тюрьму в 1978 году, девиантная сексуальная сторона начала проявляться во время отбывания 2-летнего срока за мошенничество, хранение украденного имущества и хранение инструментов для взлома. В убийствах Олсена, его рукописи, упоминается его репутация в заключении, как и всегда в третьем лице. За эти 7 лет тюремный стиль Олсена изменился. Некоторым он был известен как Боба, человек, который жестоко избивал и издевался над молодыми заключенными. Другим он стал известен как Сенатор. Это произошло потому, что он оттачивал свои навыки адвоката в камере, постоянно писал как федеральным, так и провинциальным политикам с потоком жалоб на условия содержания в тюрьмах. Он также был стукачом, человеком, который мог донести на кого угодно по любой причине. Эта черта сделала его популярным как среди сокамерников, так и среди охранников. И в конечном итоге ему потребовалась охрана. Олсена перевели в отделение Super Maximum Unit, SMU, широко известное как Penthouse. Отделение для крыс и насильников, где содержались самые презираемые преступники. Именно здесь он повстречал обвиняемого в убийстве детей Гэри Фрэнсиса Марку. Олсен был информатором снаружи тюремных стен и стукачом внутри.
Находясь в пентхаусе, он соблазнил насильника-убийцу Гэри Фрэнсиса Марку на обсуждение убийства маленькой девочки в письменной форме и в конечном итоге использовал эти послания в качестве доказательства против него в суде. Эти письма и карты, которыми обменивались Олсен и Марку, не только помогли осудить Марку, но и научили Олсена его собственному будущему методу действий. Марку бросил тело 9-летней Жанны Дуф на озере Уивер, популярном месте для кемпинга в прибрежных горах с видом на долину, которая расположена к востоку от Ванкувера. В письмах между ними подробно описывалось, как Марку заманил маленькую девочку к своей машине из ее трейлерного парка. Затем он купил ей мороженое, потом изнасиловал, задушил и обезобразил труп девочки, оставив ее привязанной к большому дереву возле озера Уивер. Он также описал близлежащую проселочную дорогу, ведущую к Пембертону и Уистлеру. Он даже предоставил карты, как проехать к месту убийства. Девочку нашли во время канадского праздника 1 июля. К январю 1981 года, особенно после освобождения Олсена под обязательный надзор, в нем родилась более зловещая и пугающая личность. Ему были предъявлены обвинения в разных юрисдикциях. Обвинения Сквомиша включали изнасилование, содомию и грубую непристойность. Обвинения в Ричмонде заключались в жульничестве и непристойном нападении на мужчину. Майский инцидент с молодой девушкой в Агасисе и непристойное нападение на другую девушку в июле. В начале криминальной карьеры Олсена, после того, как он сбежал из больницы Шонесси, его родители обратились к средствам массовой информации. «Я бы хотел, чтобы он сдался, но он знает, чем ему это грозит», — сказал Олсен-старший. «Возможно, ему придется отсидеть 10 лет. И если он не сдастся, я надеюсь, что они схватят его прежде, чем он сделает что-нибудь действительно плохое. Он уже натворил много плохого». «Сам по себе он трус. Ему нужен сообщник. Клиффорд никогда ничего не делает в одиночку», — сказала мать, зная, что ее Клиффорд – показушник. По прошествии времени можно сказать, что мать Олсена была отчасти права. За время тюремного общения с Марку Олсен развил вкус и методологию убийства. В своей неопубликованной рукописи Олсен хвастался, что начинал как мелкий вор, а закончил в иерархии канадской тюремной системы как плодовитый убийца. 13-летняя Ада Корт из Бернаби провела субботний вечер без происшествий, присматривая за племянниками в квартире своего брата и невестки в Кокуитламе, том самом семейном жилом комплексе, где жили Олсены, и где Олсен-старший и Леона работали смотрителями. Она так часто нянчила двух младших своих братьев, что соседи часто называли малышей младенцами Ады. Солнечным воскресным утром Ада села в автобус и поехала на встречу со своим парнем. С этого момента она попросту исчезла. Полиция Бернаби была сбита с толку. В шкафчике девочки в начальной школе в Каскет-Хайтс ничего не пропало, и не было никаких доказательств того, что она взяла какие-то вещи из дому. 52-летний Джим Паранта, житель Уайт-Рока, подумал, что видел, как Олсен избавлялся от тела Ады. Интересно, что это был не первый раз, когда кто-то видел Олсена, когда он избавлялся от тела. Но причастные к этому люди не понимали, свидетелями чего они стали. Позднее выяснилось, что автомобиль Олсена как минимум дважды застревал в грязи, когда тот избавлялся от двух тел. В одном случае он даже вызвал эвакуатор. В мемуарах Олсена события, связанные с Паранта, описываются следующим образом. 21 июня около 8 часов вечера шеф-повар лесозаготовительного лагеря проезжал через озеро Уивер, популярное место для пикников. Он повернул за угол и увидел возле черного пикапа мужчину, склонившегося над телом молодой девушки в разноцветном свитере. Я подумал, что у него какие-то проблемы, и остановился. Я вышел из машины и заговорил с ним, а он обернулся и посмотрел на меня. Он не отвечал мне, когда я разговаривал с ним. Он просто смотрел на меня, и я понимал, что здесь что-то не так. Я вернулся в машину и подумал, надо валить отсюда. После бегства от Олсена Паранта свернул на лесозаготовительную дорогу, ведущую к лесному поселку Игл-Ривер, где он работал. Месяц или два спустя он сообщил об увиденном в полицию Уайт-Рока. Через 2 месяца после ареста Олсена стоматологические карты подтвердили, что череп и верхняя челюстная кость, найденные поисковиками возле озера Уивер в районе Агасиса, принадлежали Аде Корт. Паранта тогда спросили, уверен ли он, что видел серийного убийцу. Он ответил, что уверен в том, что это был Олсен. К концу июня 1981 года Олсен убил 5 детей, но удалось обнаружить только 2 тела – Кристин Веллер в Ричмонде и Даррена Джонсрода в Дероше, недалеко от Мишена. Но убийство Кристины Веллер не было связано с Дарреном Джонсродом, а другие жертвы Олсена к тому моменту еще не были найдены.
В начале июля 1981 года Олсен уже находился в поле зрения полиции в качестве главного подозреваемого, когда они расследовали исчезновение Ады Корт. По словам детектива, он был подозреваемым на основании его предыдущего послужного списка нападений и сексуальных преступлений. Он отлично подходил на роль подозреваемого. Поворотным моментом в деле о пропавших детях из Нижнего Мейнленда стало исчезновение 9-летнего мальчика из Суррея, Саймона Парсингтона. Полиция вряд ли могла бы отнести его к беглецам, учитывая его юный возраст и ангельскую внешность. Полиция была уверена, что худощавый мальчик ростом 130 сантиметров и весом 36 килограммов явно был похищен. Примерно в 10:30 утра после своего обычного плотного завтрака из кукурузных хлопьев Саймон оделся в синие джинсы и синюю футболку, сел на велосипед, положил в велосипедную корзину свою новенькую оранжевую книгу о Снупи и направился к дому друзей. Туда он так и не приехал. Он исчез всего в нескольких кварталах от того места, где в последний раз видели живой Кристин Веллер. Один из его школьных проектов, написанный им рассказ под названием «Голодный тигр и доверчивая утка», предвещал смерть мальчика. Эмоциональный общественный резонанс заставил полицию активизировать действия. Полицейские начали крупнейшую в истории Канады охоту за преступником. В разгар дела над расследованием работали до 200 офицеров. Полиции пришлось признать, что Саймон стал жертвой убийства. А средства массовой информации начали отмечать, что редакторы новостей недооценили волну предыдущих исчезновений в пригородах Ванкувера. Именно трагическое исчезновение этого очаровательного ребенка в конечном итоге символизировало ужас серии детских убийств. Клиффорд Олсен не оказался в центре внимания средств массовой информации. Через 5 дней после убийства 9-летнего мальчика он завязал знакомство с 16-летней девочкой и ее подругой. После обычного предложения помыть окна за $10 в час он уговорил одну из девушек пойти с ним в одиночку. Олсен напоил ее спиртным и начал ласкать. Когда девушка стала оказывать сопротивление, Олсен остановился. Позднее, когда ему предъявили обвинение в развратном нападении на эту девушку, полиция так и не связала его с исчезновением Парсингтона или убийствами Джонсрода и Веллер. Тем не менее, смерть Саймона Парсингтона не соответствовала шаблону. Нежелание полицейских увязывать дела, относящиеся к серийным убийствам, является очень распространенной практикой. Обычно предлагается несколько причин такому нежеланию. Чрезмерная зависимость от обобщенных моделей и профилей, предоставленных экспертами, тенденция предполагать, что большинство пропавших детей – это сбежавшие из дома дети, и опасение, что признание того, что в обществе действует серийный убийца, будет иметь серьезные негативные последствия. Повлияет на ресурсы полиции, бюджеты и привлечет ненужное внимание средств массовой информации. Такое нежелание позволяет серийным убийцам продолжать убийства месяцами, а иногда и годами, потому что в этом случае полиция не торопится с предупреждениями общественности об опасности активного серийного хищника и мобилизации полицейских ресурсов для поимки убийцы. Дети – это легкая добыча. Хорошо понимая это, Клиффорд Олсен воспользовался их наивностью. Позднее он рассказал полиции, что быстро понял, что подростки похожи друг на друга и что они расскажут вам обо всем, если вы будете выглядеть и говорить так, будто заинтересованы в найме их на работу. Большинство из них стремились получить работу. Будучи классическим закоренелым мошенником, он мог контролировать многие ситуации. Игра на доверие дала ему возможность скрыть свои истинные мотивы. Он привык добиваться своего любыми способами. Он казался приятным, дружелюбным, даже обаятельным, открыто приближаясь к детям. Однако его далеко не дружественная цель заключалась в том, чтобы завоевать их доверие до тех пор, пока он не будет в состоянии преодолеть любое сопротивление. Олсен знакомится с детьми и предлагает им работу. Он говорит им, что является строительным подрядчиком, и водит их на стройки, чтобы показать им работу. Это та самая красная линия. Он завоевывает их доверие и помнит, что у него это хорошо получается. Он проницательный, он смышленный, он неплохо выглядит, он запросто может быть чьим-то отцом. Эти дети следовали за ним, и он предлагал им наркотики, напитки или пиво. Это происходит после того, как он их ощупает и поймет, что наверняка сможет сделать свою грязную работу с определенной степенью безопасности. Роберт Шанс, который будет адвокатом Олсена по делу об убийствах детей, намеревался показать, что его клиент перенял личность Марку. Некоторые доказательства подтверждают эту теорию. Олсен оставил тела 5 детей в том же районе, в котором действовал Марку.
Один из детей был найден неподалеку от того места, где умерла жертва Марку, Жанна Дуф. Олсон использовал ту же уловку, чтобы заманить некоторых из своих жертв. Олсон убил одну из жертв в Уистлере, соединенном с озером Уивер проселочной дорогой, которую нанес на карту Марку. Как и Марку, Олсон использовал удушение, чтобы убить некоторых своих жертв. После общения Олсона с Марку в тюрьме, Олсон проявлял ненасытный аппетит к детской порнографии. Скорее всего, Олсон хотел испытать то же, что и Марку. По словам судебного психиатра, он превратился из низкого в человека. В своих собственных глазах он имел статус знаменитости. Он считал себя настоящим серийным убийцей. Клиффорд Олсон ехал по Норт-Роуд в сторону центра Нью-Уэстминстера, проезжая по пути тюрьму BC Penitentiary, как он делал это много раз раньше на этой главной улице, проходящей через тихие жилые улицы Коквитлома. Он также получил доступ к одному из его любимых мест – Карибу, где он часто покупал пиво по распродаже. Он любил выпить за рулем, а также заставлять выпивать своих пассажиров. Не было ничего необычного в том, что он путешествовал по улицам с молодыми людьми в машине. На этот раз с ним был 18-летний Рэнди Ладлоу. Ладлоу знал, что всего неделю назад Олсон убил Саймона Партингтона, а 2 днями ранее ему было предъявлено обвинение в непристойном нападении на 16-летнюю девушку. Тем временем, у Ладлоу перед глазами проносились воспоминания о нескольких последних часах жизни Джуди Козмы. Между 11 и полуднем 9 июля я был с Олсоном. Мы ехали в сторону центра Нью-Уэстминстера. Олсон заметил девушку, выходящую из телефонной будки на Коламбия-стрит, что перед больницей. Он явно знал ее, потому что помахал ей рукой. Она улыбнулась и, казалось, была рада его видеть. Он остановился. Она перешла улицу и заговорила с ним. Джуди Козма собиралась в Ричмонд, чтобы увидеться с подругой и подать заявление о приеме на работу в ресторан Венди. Застенчивая, симпатичная брюнетка, она отчаянно искала вторую работу. Она познакомилась с Олсоном в Макдональдсе, где уже работала кассиром по совместительству. Олсон предложил ей сесть в машину, чтобы подвезти девушку. Оказавшись в машине, Джуди воскликнула: «Это хорошо, так будет быстрее, чем на автобусе. Чтобы попасть туда, мне пришлось бы проехать через весь Ванкувер». Олсон предложил 2 молодым людям пиво, которое всегда присутствовало в его машине, когда он ехал в Ричмонд. Они приехали задолго до времени собеседования Джуди, но было слишком поздно для того, чтобы она могла встретиться со своей подругой. Поэтому они остановились у гостиницы Richmond Inn, чтобы купить еще пиво. В какой-то момент Олсон вручил Ладлоу большую пачку денег, чтобы произвести впечатление на Козму, но забрал ее обратно, как только мужчины вышли из машины. Когда мы вернулись к машине, как позднее объяснил Ладлоу, Джуди сидела на переднем пассажирском сиденье. Я сел сзади. Олсон предложил Джуди работу по мытью окон с оплатой $10 в час. Затем все трое вернулись в Нью-Уэстминстер, где Олсон купил бутылку рома. Он вернулся в машину с ромом, колой и пластиковыми стаканчиками. По указанию Олсона Рэнди смешал напитки для всех троих. Олсон предложил Джуди выпить еще, но девушка отказалась. Олсон настаивал. Рэнди тайком решил подсунуть Джуди стакан с одной лишь колой, без рома. Он поймал ее взгляд и пояснил ей это. Джуди взяла стакан, отпила и решила подыграть Рэнди, сказав, что напиток очень крепкий. Олсон посмотрел на Рэнди и кивнул, показывая, что тот правильно поступил, напоив девушку крепким напитком. Затем Олсон дал Джуди несколько крошечных зеленых таблеток со словами: «Вот возьми, они тебе помогут. Они не дают нам опьянеть». И девушка приняла таблетки. Олсон припарковался в подземном гараже комплекса, где он проживал. Ладлоу и Джуди остались в машине, пока он пошел к себе домой. Ладлоу подумал: это был единственный раз, когда я заметил с ее стороны хоть какое-то беспокойство. Она нервничала и суетилась. Я объяснил это тем, что ей было всего 15 лет. Она напилась и вот-вот должна была пропустить долгожданное собеседование. Она плакала, и я вытер слезы с ее глаз. Олсон вскоре вернулся, и она немного успокоилась. Затем Олсон высадил Ладлоу в торговом центре Локхит. В следующий раз, когда он увиделся с Олсоном, тот сказал, что высадил Джуди в Ричмонде. Гораздо позже Ладлоу узнал, что он убил Джуди, а сам на следующий день уехал в отпуск с женой и сыном в Лос-Анджелес, где пробыл до 21 июля. Серийный убийца оказался на свободе, и жители Лоуэр Мейнленда и долины Фрейзер в Британской Колумбии были охвачены страхом.
За короткий промежуток времени с ноября 1980 года по июль 1981 года несколько детей пропали без вести, а позже были найдены мертвыми. Родители в пригороде Ванкувера жаловались, что полиция недостаточно серьезно отнеслась к сообщениям о пропавших молодых людях. За эти 2 года 200 полицейских из отряда Суррея рассмотрели около 2000 дел о пропавших без вести людях и расследовали около 18 тысяч уголовных преступлений. Многие из несовершеннолетних оказывались сбежавшими из дому и собирались в центре города на Гранвилл-стрит, в то время как некоторые оставались с друзьями или гуляли на вечеринках после наступления комендантского часа, не сообщая об этом родителям. Полиция полагала, что пропавшие дети объявятся, и в большинстве случаев именно это и происходило. В книге «Последняя расплата» объясняется, как тогда работала полиция. В правоохранительной системе провинции насчитывалось около 6000 дорожных инспекторов, следователей по делам о мошенничестве, детективов по расследованию убийств, политических телохранителей, аналитиков и администраторов. Каждый отряд представлял собой отдельную и обособленную структуру со своей внутренней бюрократией, но от них ожидалось, что они будут действовать согласованно. Однако такое случалось довольно редко. К сожалению, весной и летом 1981 года в цепочке командования канадской полиции происходили драматические перевороты. Ряды западного побережья испытывали повсеместную нехватку персонала и низкий моральный дух, что повлияло на повседневные операции, которые совпадали с серией убийств Олсона. 15 июля 1981 года имя Олсона впервые было упомянуто на конференции правоохранительных органов. Как лицо, ответственное за дело Адекорд, Лес Форсайт продолжал выстраивать дело против Олсона. В рамках более скоординированных усилий была запланирована встреча для офицеров полиции и местных полицейских управлений Ванкувера и общин Нижнего Мейнленда в Ричмонде, Нью-Вестминстере, Сурре, Бернаби, Кокуитламе, Мишине, Лэнгли, Агассиси и Мейпл-Ридж. К встрече со следователями Мишина 15 июля он подготовил 5-страничный отчет об Олсоне. В нем описывалась известная и предполагаемая недавняя преступная деятельность Олсона, его особенность предлагать намеченным жертвам работу за $10 в час, его склонность к кредитам или к прокатным машинам, а также его известные недавние адреса проживания в Суррее и Кокуитламе. Эта встреча, как объяснил Лес, представляла собой просто мозговой штурм следователей со всего региона, у которых есть общий интерес к расследованиям дел пропавших без вести людей. Когда история вышла в эфир, зрители обратили внимание на растущую обеспокоенность полиции по поводу пропавших детей в районе Большого Ванкувера. Полиция решила рассматривать Олсона в качестве подозреваемого по делу о пропавших без вести детях Нижнего Мейнленда. В информационном документе, подготовленном полицией, была изложена история решающей встречи 15 июля. Подчеркивалось, что на данный момент, хотя Олсон считался возможным подозреваемым в исчезновениях и убийствах, существовала значительная картина неопределенности. Неясно, действительно ли все дети, о которых сообщалось, пропали без вести, или же это было убийство. Вопрос о том, могли ли сами исчезновения быть связаны, или они индивидуально или коллективно были связаны с предыдущими нераскрытыми убийствами, также оставался открытым для предположений, хотя в то время находился в стадии активного анализа. Здесь следует подчеркнуть, что Олсон ранее считался возможным подозреваемым в убийстве Кристины Энн Уэллер, чье тело было обнаружено в Ричмонде 25 декабря 1980 года, и в убийстве Мэри Эллен Джеймисон, которое произошло в районе Сэшелта 7 августа 1980 года. Позднее он отошел от внимания в расследовании Уэллер, когда появился более явный подозреваемый. Однако Олсон по-прежнему представлял интерес для отдела по расследованию тяжких преступлений в дело Джеймисон. «Он просто не мог сбежать», — сказал отец Реймонда Кинга. Он не был беглецом. Худощавый, рыжеволосый Рэй Кинг-младший наслаждался летними каникулами и искал свою первую настоящую работу. Он совершил свою обычную поездку в канадский центр занятости молодежи, приковав свой велосипед цепью за зданием. Стремясь к любой работе, он летом так часто приезжал в центр, что персонал начал узнавать его. В тот день молодой Рэй встретил Олсона. Соблазнив обещанием работы, Олсон повез его по маршруту, по которому он часто ездил, по шоссе номер 7 в сторону Харрисон-Миллс и озера Уивер. Свернув с шоссе, он направился к популярному месту для кемпинга, а затем по неровной проселочной дороге, которая вела к палаточному лагерю лесной службы Британской Колумбии рядом с Альпийским озером. Там он разбил голову мальчика камнями, а затем сбросил его тело с крутой тропы на склоне холма. В полиции не поверили, что 15-летний мальчик бросил бы свой велосипед. Обычно, если ребенок собирается сбегать, он делает со своим велосипедом одно из 3 действий. Оставляет его дома, использует его для побега или продает другу за несколько $. В
ту ночь, когда Олсен убил мальчика, он проехал 403 километра на машине, которую арендовал в Порт Кокуитламе. Находясь всегда в поисках потенциальных жертв, он говорил с клерком по аренде автомобилей и предложил сотруднице работу по стирке ковров в его доме. Он приходил за машиной только в те дни, когда знал, что работает именно эта женщина. Работа, которую он предложил, стоила $16,6 в час, больше, чем она получала здесь. Однако женщина отказалась. Всего 2 дня спустя, 25 июля, тело Джуди Козмос было найдено возле озера Уивер, а затем убийца нанес еще один удар. Пластиковая черно-желтая лента с надписью «Не пересекать полицейскую линию» была натянута между деревьями возле озера Уивер, зоны отдыха к востоку от Ванкувера. Судмедэксперты эксгумировали останки 14-летней девочки. Ей неоднократно наносили ножевые ранения в голову, шею, грудную клетку и живот. И ее бросили недалеко от того места, где было найдено тело Дэрена Джонсрода, и рядом с тем местом, где Марку бросил свою жертву 5 годами ранее. Девушка была туристкой, и поначалу никто не знал, что она пропала. Сигрун Арндт, приезжая студентка из Вайнхейма, небольшого городка в долине Рейна, была замечена с убийцей в пабе Кокуитлама, а затем и парой пассажиров проходящего поезда, в который она села с мужчиной средних лет. Им оказался Олсен. Герр и фрау Арндт получили чудовищную новость по международному телефону. Как позже рассказала газета Vancouver Sun, фрау Арндт, телефон зазвонил 28 августа. Ее сестра из Вернона позвонила и рассказала, что у них была полиция. Полиция нашла мертвую девушку, которая могла быть Сигрун. Мать не могла поверить, что это была ее дочь. Она была умной и подозрительной девушкой. Они часто обсуждали, что она никогда не должна садиться в чужую машину, не говоря уже о том, чтобы путешествовать автостопом. Но, очевидно, в Канаде она решила нарушить запреты. Сигрун оставила дневник. По словам Ирмгард Арндт, она была в восторге от поездок на лодке и верхом на лошадях. Но больше всего ей нравилось дружелюбие, открытость и готовность помочь со стороны местных жителей. Ее тело было найдено в Ричмонде, частично закопанное в торф в траншее примерно в 400 метрах от того места, где накануне было откопано тело Саймона Партингтона. А 2 дня спустя исчезла еще одна девушка. Мать Терри Лин Карсон в конечном итоге сидела в зале суда, когда закрутились колеса правосудия. Убитая горем, она представляла собой печальное зрелище, когда она оплакивала убийство своего 15-летнего ребенка. Терри покинула семейный дом в понедельник утром около 8 часов. Худощавая девушка весом около 47 килограмм и ростом чуть больше 150 сантиметров. Она не могла сравниться с Олсеном, который остановился и предложил подвезти ее, угостив выпивкой с примесью наркотиков. Она была всего лишь еще одной студенткой, ищущей работу на лето. Поэтому уловка Олсена сработала и на этот раз. А выпивка стала своего рода праздником в честь того, что она нашла работу. Как и в нескольких других случаях, Олсен снова уехал из города в пустыню в 7 километрах к востоку от Агасиса, на северном берегу реки Фрейзер. Он свернул в сельской местности. В лесу он задушил девушку, сжег ее одежду и выбросил сумочку и туфли в реку Фрейзер. Полиция установила связь только с 2 из обнаруженных к тому моменту детских тел – Даррена Джонсрода и Джуди Козмы. Тем не менее, полиция была убеждена, что Саймон Партингтон и Ада Корт также были убиты. Дело Кристин Веллер по-прежнему не рассматривалось как имеющее отношение к делу, а остальные пропавшие без вести люди так и числились пропавшими без вести. В разыскных мероприятиях приняли участие около 200 полицейских. У констебля Фреда Мейла из отдела по расследованию тяжких преступлений была простая стратегия. Его идея заключалась в том, чтобы тайно записать на пленку разговор с Олсеном, намекающим на какую-то оплату. Он предполагал, что если Олсен был убийцей, и он думал, что сможет заработать на этом немного денег, он мог бы вернуться на место преступления, чтобы найти некоторые вещественные доказательства. Если бы он был убийцей или знал, кто убийца, возможно, он бы им рассказал. Олсен согласился встретиться с детективами в ресторане. Их общение продлилось 30 минут и было записано от начала и до конца на пленку. В конце концов он заявил, что хочет, чтобы его взяли на работу в полицию с зарплатой в $3000 в месяц. Взамен он заявил, что предоставит информацию об исчезновениях.
Глаза Олсона загорелись при мысли, что детективы пришли к нему за информацией. С непринужденной фразой «Ну, я перезвоню вам, если что-нибудь узнаю». Офицеры наблюдали, как убийца вышел из ресторана и вышел на солнечный свет. За мужчиной, подозреваемым в убийстве нескольких детей, почему-то никто не проследил. После встречи с полицией вечером Олсон отправился на встречу со своим адвокатом Бобом Шатцем. По дороге он заметил 17-летнюю Луизу Шартран, которую описывали как очень миниатюрную и молодо выглядящую для своего возраста. Младшая из 7 детей, она эмигрировала из Квебека вместе с 3 своими сестрами и поселилась в городе Мейпл-Ридж в долине Фрейзер, примерно в 30 километрах от Ванкувера. Она часто работала официанткой в ночную смену. Реконструируя события, полиция предположила, что часть пути на работу Луиза преодолела автостопом с мужчиной. После того, как ее высадили, она направилась в магазин, чтобы купить сигарет. Магазин находился всего в 10 минутах ходьбы от ресторана, где она работала. В это время Олсон посадил ее в свою машину, накачал наркотиками и направился в Уистлер. По дороге он даже остановился у отряда полиции Сквомиша, чтобы забрать конфискованное оружие. Но ему отказали, поскольку офицер, отвечающий за судебные вещественные доказательства, отсутствовал на своем рабочем месте. Затем Олсон направился к коварному шоссе убийцы, названному так местными жителями, из-за многочисленных автокатастроф со смертельным исходом, последовавших за снегопадом. Олсон заехал на гравийный карьер, где многочисленными ударами молотком разбил девушке череп, после чего похоронил ее в неглубокой могиле. Коллеги Луизы в ресторане Байнес связались с ее семьей, когда девушка так и не пришла на смену в 8 часов вечера. На следующее утро одна из сестер Луизы позвонила в полицию. Полицейские приняли меры, сразу же заподозрив, что девушка стала жертвой преступления. Летняя жара не помогла расследованию. К первой неделе августа паника распространилась по всем окрестностям. Выпуски новостей и заголовки газет подогревали страх. «Коварный убийца с горящими глазами» и «Жаркое лето» помогли убийце ускользнуть от полиции. Политическое давление нарастало с каждым днем. Тем временем работала оперативная группа по расследованию исчезновений под руководством суперинтенданта Брюса Нортерпа, который нес ответственность за дело Олсона. Скоординированное расследование было начато в надежде подавить назревающую общественную панику. Британская Колумбия была покрыта структурой отдельных полицейских юрисдикций, включавшей дюжину независимых городских сил и более 100 отрядов, укомплектованных полицией. Эта многогранная организация включает в себя функции полиции на федеральном, провинциальном и муниципальном уровнях. Двумя проблемами, влиявшими на расследование дела Олсона, были переводы ключевых сотрудников и нехватка персонала, что привело к переутомлению полицейских. Некоторые покинули провинцию, другие были переведены на новые должности. Еще в 1981 году также существовали проблемы юрисдикций и предубеждений, когда подчиненные критиковали ответственных лиц. В серьезных случаях следователь мог запросить у коллег различные советы, но общее расследование редко могло проводиться на основе консенсуса. Должен быть человек, принимающий решения. Это было очевидно из разрозненных усилий, предпринятых до того, как Брюс Нортерп был назначен координатором оперативной группы в 1981 году. Когда Нортерп подключился к делу, полиция снова начала следить за Олсоном. За Олсоном было нелегко следить. Наблюдатели утверждали, что он останавливался посреди улицы, делал внезапные необъяснимые развороты, ехал по переулкам с односторонним движением, останавливался и давал задний ход. У него также была привычка постоянно менять арендованные автомобили. Олсон постоянно находился в движении. Следователи подсчитали, что за 3 месяца он проехал более 20 тысяч километров на 14 различных арендованных автомобилях. А, например, в середине июля 1981 года он проехал на Escort 5569 километров всего за 2 недели. Олсон сел на паром до острова Ванкувер и, ограбив 2 резиденции в штате Виктория, направился на север в сторону Нанайма, старого угледобывающего города. Он остановился на обочине, чтобы подобрать 2 молодых женщин, путешествующих автостопом. Автостоп был популярным способом передвижения среди молодежи в 1981 году. Примерно через 3 часа машина уже пересекала шоссе на другой малонаселенной стороне огромного острова. У подножия Гидрохилла перед поворотом на Лонг-Бич машина замедлила ход. Он свернул на грунтовую дорогу, подняв облако пыли и гравия,
Спустя несколько мгновений 2 машины местной полиции остановились у въезда на дорогу, заблокировав отъезд машин. 2 полицейских следовали за машиной, пробираясь через пихты и ели, которые росли по обе стороны изолированной дороги. Вдалеке они видели 3 человек, стоящих возле машины и передающих бутылку, и слышали Олсона. Они подошли поближе. Клиффорд велел одной из женщин прогуляться. Он начал кричать. Полиция решила, что пора пошевеливаться. Олсон заметил полицейских, выходящих из зарослей, и помчался обратно к машине. Он включил передачу и помчался в ту сторону, откуда приехал, но был остановлен на контрольно-пропускном пункте. Женщины были сбиты с толку, но уже находились в безопасности. Олсон сказал, что они остановились только для того, чтобы он мог облегчиться. Полиция предъявила ему обвинение в нарушении правил и опасном вождении, конфисковала его машину и отвезла в местный изолятор. Полиция обыскала его арендованную машину и нашла зеленую адресную книгу с именем 14-летней девушки из Нью-Вестминстера, Джуди Козмы. К тому моменту на счету Олсона было 11 жертв. Это было не самое большое число жертв среди множества убийств в Канаде, но именно убийства Олсона вызвали величайший страх и ужас. На момент его ареста было обнаружено и опознано только 3 тела. Полиция еще не знала, сколько всего детей было убито. Широкое освещение дел о пропавших детей по всей стране некоторые представители средств массовой информации сравнили с делом йоркширского потрошителя в Великобритании и убийствами детей в Атланте, в которых обвинили Уэйна Уильямса. Масштабное расследование уже вышло на канале ранее. Олсону было предъявлено обвинение в убийстве первой степени по делу Джуди Козмы, что в конечном итоге привело к его полному признанию. Суперинтендант Брюс Нортерп возглавлял оперативную группу в течение 3 недель, не имея никаких реальных указаний, которым нужно было следовать. Ему пришлось собрать около 150 офицеров, которые в то время работали над этим делом. Переварить всю информацию, накопленную до того, как он приступит к выполнению задания, спланировать стратегию, разобраться со средствами массовой информации и выполнить множество других деталей. Он был шокирован таким поворотом событий. В тот же день Олсон предложил раскрыть места нахождения 11 тел своих жертв за $100 000. Но мог ли Олсон действительно быть настолько глупым, чтобы заключить соглашение, которое, скорее всего, привело бы к тому, что он проведет остаток своих дней в тюрьме? Тем не менее, не было никаких конкретных доказательств того, что пропавшие дети и убийства были связаны между собой. Были обнаружены тела Веллер, Джонсрода, Кинга и Козмы. Олсон предложил план поиска пропавших тел мертвых детей по одному в определенном порядке, после чего на его счет необходимо было перевести деньги. Секретная сделка была заключена в 1981 году, но год спустя о ней стало известно средством массовой информации. Олсону заплатили за поиск тел. Это был лишь один из ярких заголовков на первой полосе газеты Vancouver Sun от 14 января 1982 года. Заголовок Sun от 15 января гласил: «Сделка с Олсоном вызывает отвращение». Полиция не раскрыла информацию о сделке, опасаясь нанести ущерб праву Олсона на справедливое судебное разбирательство. В какой-то момент в спор будут вовлечены генеральный прокурор Британской Колумбии, федеральный генеральный солиситор, комиссар и заместитель комиссара полиции в Оттаве, а также премьер-министр Канады. Многие считали отвратительным то, что Олсон наживался на своих преступлениях. «Я считаю невероятным, чтобы ему платили за предоставление доказательств», сказал Брюс Нортерп, руководитель оперативной группы. Предложение заплатить жене Олсона было просто уловкой. Она не была разведена с ним, и Олсон выиграл бы, даже если деньги были бы выплачены его жене. Ситуация могла бы быть иной, если бы жена была разведена и предоставляла информацию о прошлой преступной деятельности. Однако Нортерпу пришлось признать, что он почувствовал огромное облегчение от того, что убийства раскрыты и дети больше не умирают. На вопрос, какие доказательства были найдены, Нортерп ответил: «Я не буду вдаваться в подробности». По сути, это были личные вещи каждой из 4 жертв, чьи тела были найдены без помощи Олсона, что позволило установить, что он был убийцей. Только убийца мог знать, где были спрятаны эти вещи. Генеральный прокурор Британской Колумбии Алан Уильямс также задался вопросом, как была заключена такая ужасающая сделка. Однако хорошая новость заключалась в том, что в обмен на $100 000 генеральный прокурор мог гарантировать осуждение за убийство первой степени, облегчить беспокойство родителей пропавших детей, подавить террор в Британской Колумбии
и положить конец дорогостоящему полицейскому расследованию. Веских доказательств не было, и Олсон, опытный преступник, вряд ли мог бы говорить без них. За день до того, как Клиффорду Олсону было предъявлено обвинение в смерти Джуди Козмы, он совершил 2-часовой визит своей жене Джоан и их маленькому сыну. «Я не мог перестать плакать в течение этих 2 часов», написал Олсон в письме от 5 февраля 1982 года Женевьеве Уэсткотт, репортеру телевидения CBC в Ванкувере, о том, почему он признал себя виновным. «Я сказал жене, что несу ответственность за смерть детей и что я не могу жить с этим и иметь душевное спокойствие, пока не признаюсь в содеянном и не верну тела их семьям для надлежащего христианского захоронения. Моя жена сказала мне, что если я расскажу полиции о том, что я сделал, они запрут меня в тюрьме на всю оставшуюся жизнь, и меня, по всей вероятности, убьют в тюрьме. Она сказала, что расскажет все нашему сыну, когда он вырастет, и все в школе будут издеваться над ним за деяния отца. Я сказал ей, что мне придется рассказать сыну, что произошло. В глубине души я знал, что должен отказаться от жены и сына на всю оставшуюся жизнь. Моя жена будет терпеть мою ошибку до конца своей жизни. Она сказала мне, что я должен поступать правильно, и что она всегда будет любить меня, и что когда-нибудь мы будем вместе на небесах, вместе прославляя Господа». Олсон, возможно, пытался укрепить свой имидж, потому что слышали, как он говорил: «Если бы мне было плевать на родителей, я бы не убил ребенка». Клиффорд Олсон – классический случай крайнего психопата. Истинный психопат – это искатель острых ощущений, обладающий патологической бойкостью, антисоциальным стремлением к власти и отсутствием чувства вины. Он вызывает в воображении образы Энтони Перкинса или Энтони Хопкинса, которые сыграли таких психопатов в фильмах «Психо», «Молчание ягнят» и его продолжении «Ганнибал». Главный психиатр Центра психического здоровья Пенитанга, доктор Рассел Флеминг, объясняет природу крайнего психопата. Это человек с тяжелым антисоциальным расстройством личности, которое приводит к преступному поведению. Хотя он никогда не брал интервью у Олсона, он предположил, почему Олсон сохраняет самообладание и излучает безмятежность. Существует основная группа психопатов, к которым явно относится Олсон, которые могут быть интригующими, харизматичными, обаятельными, предсказуемыми и зловещими, способными манипулировать окружающими. Недавние исследования показывают, что психопатия может иметь генетический компонент – сбой в работе мозга. Во всяком случае, их мозги определенно разные. Сомнительно, что мы когда-нибудь полностью поймем это расстройство. Суть в том, что у психопата недостаточные аффективные реакции на людей. В сочетании с педофилией и садизмом Олсона неудивительно, что он перешел к серийным убийствам самых уязвимых жертв. Следующие примеры садистского поведения Олсона еще раз подтверждают доказательства психопатического поведения. Он впрыскивал пузырьки воздуха в руки одной жертвы, не попал в вену и в конечном итоге забил жертву до смерти своим молотком. Он без всякой видимой причины вбил гвоздь в голову одной из жертв, поскольку это не было причиной смерти. Он звонил некоторым семьям жертв, проигрывая магнитофонную запись с криками «Убиенной». Звонил и писал письма другим, наслаждаясь их болью. Сбил одну жертву на арендованной машине. А также его поведение включало жестокое обращение, контроль и манипуляции с его женой. Менее чем за 9 месяцев Олсон совершил 11 убийств. Были также 4 других жертвы, в убийствах которых подозревали Олсона. Верна Бьерки, 17 лет, была объявлена пропавшей без вести в районе Хоуп-Йельский университет и так и не была найдена. Памела Дарлингтон, Моника Джек, Марни Джеймисон. Тот факт, что он убивал и девушек, и парней, запутал следствие. В 1980-е годы феномен серийных убийц был плохо изучен. Полиция слишком полагалась на свой предыдущий опыт работы с педофилами, полагая, что дела не связаны между собой, поскольку жертвы были разного пола и возраста. Педофилы, охотящиеся на детей предпубертатного возраста, обычно не имеют гендерных предпочтений, тогда как те, кто охотится на детей старшего возраста, фокусируются на определенном поле, а не на обоих. Хотя модели преступного поведения, основанные как на опыте полиции, так и на экспертных мнениях специалистов по криминальным профилям, очень полезны для понимания преступного мышления и наведения полиции на нужного подозреваемого, полицейские управления должны мыслить нестандартно. Поскольку преступники не чувствуют себя обязанными вести себя в соответствии с тем, что делали другие преступники в прошлом, и как описывают эксперты, полиция также не должна ограничивать свои расследования этими искусственными ограничениями.
У меня нет слов, чтобы описать чудовищность ваших преступлений, а также горе и страдания, которые вы причинили стольким людям», заявил 14 января 1982 года судья Гарри Маккей, судья первой инстанции, работавший над делом Олсона. «Никакое наказание, которое могла бы применить к вам цивилизованная страна, не могло бы даже приблизиться к адекватному. Вам никогда не следует давать условно-досрочное освобождение. Было бы безрассудно отпустить вас на свободу». Канада отменила смертную казнь в 1976 году. Суд начался 3 днями ранее, 11 января, и быстро завершился на третий день, когда Олсон изменил свое заявление о признании себя виновным всего через несколько часов после начала судебного разбирательства. Ходили слухи, что судя по записям, на которых Олсон говорит своим пронзительным хныканьем, даже ему было очевидно, что он выглядит слабым и не очень умным человеком. В любом случае, это не соответствовало его собственным иллюзиям о том, что он большой, могущественный и неуловимый серийный убийца, которого изображали в средствах массовой информации. Олсон признал себя виновным в 11 убийствах и был приговорен к такому же количеству одновременных пожизненных заключений, которые должны были отбываться в тюрьме строгого режима в Сент-Ан-де-Плен, где находятся многие из самых опасных преступников страны. Прокурор Джон Холл заявил репортерам, что это был самый печальный и самый странный случай, который он когда-либо видел. Когда его спросили о мотивах Олсона, он ответил: «Кто знает, трудно заглянуть в сознание людей. Он безумен в широком смысле, но не в юридическом. Он неадекватный психопат. Он мог пойти в церковь, ударить себя в грудь и сказать: «Я люблю свою жену и своего ребенка». Он может верить, что у него есть какие-то настоящие чувства, но это все на поверхности. У него нет совести». По данным судебного психиатра Стэнли Семрау, который подробно беседовал с Олсоном в тюрьме, Олсон набрал 38 из 40 баллов по контрольному списку психопатии, обогнав многих гораздо более известных серийных убийц. Пока Олсон находился за решеткой, родители убитых детей написали генеральному прокурору Каплану открытое письмо. «В настоящее время мы страдаем от еще большего ущерба, зная, что Клиффорд Олсон получил финансовую выгоду от убийства наших детей. Ситуация усугубляется тем фактом, что господин Олсон может снова получить выгоду от публикации своей отвратительной, злой, извращенной истории. Клиффорд Олсон испытывает явное личное удовольствие от предоставленной ему известности и не знает моральных границ, которые помешали бы ему собрать деньги, прямо или косвенно, от продажи своих мемуаров». Хотя призыв был поддержан примерно сотней тысяч подписей, это не имело никакого значения. Бюрократические механизмы закрывали глаза на тяжелое положение семей. Федеральное правительство даже приостановило выплаты семейных пособий, что создало дополнительные трудности, когда дети считались пропавшими без вести. Однако растущая общественная поддержка укрепила семьи. Примерно 60% опрошенных, около 600 избирателей, имеющих право голоса, выбранных случайным образом, согласились. После долгой борьбы, не сумев добиться удовлетворения от правительства, 7 семей решили подать в суд на Олсона, его жену Джоан и его 2 адвокатов, провернувших сделку с признанием вины. Оба адвоката взялись за дело, отказавшись от гонорара. Дальнейшее возмущение возникло, когда 16 ноября 1981 года полиция тайно доставила Олсона обратно в Британскую Колумбию, что было организовано после того, как констебль Фред Мейл подал в Верховный суд Британской Колумбии письменные показания о том, что Олсон предоставит местонахождение дополнительных тел. Но его припроводили обратно в Кингстон-Пен с пустыми руками. Наконец, спустя почти 3 года, осенью 1984 года, Верховный суд Британской Колумбии рассмотрел сделку по обмену информацией Олсона о местонахождении тел убитых им и жертв на выплату ему суммы в размере $100 000. Деньги должны были быть переведены в трастовый фонд Джоан Олсон, жены Клиффорда. Никакого сочувствия не было проявлено ни к Джоан Олсон, ни к ее ребенку. Для нее и для ее маленького сына это стало тяжелым испытанием. В какой-то момент Джоан решительно заявила, а дрожь не покидала ее тело. «Меня убивает то, что кто-то может подумать, что я имею к этому какое-то отношение. Я плакала. Поначалу я много плакала из-за этого. Я не знаю, как это объяснить. Я действительно не слишком много думаю о них сейчас. Я рада, что дети похоронены. Мне снились кошмары о призраке Саймона Парсингтона, умоляющего меня о помощи. Моя жизнь была настоящим адом, полным алкогольных избиений и издевательств. О, я ненавижу его. Я ненавидела его за ту ночь, когда он приставил нож к моему горлу. Он терроризировал меня, пугал, избивал. Не было никого, к кому я могла бы обратиться за помощью». Однако не все ее чувства к Олсону были отрицательными. «Он настоящий обольститель. Он умеет обращаться со словами. И я еще не встречала женщину, которую бы он не привлекал.
Я не знаю, как такое возможно. Мне хотелось бы сказать, что дело в его карих глазах, но не только в них. Хотя судья постановил, что адвокаты и супруги Олсены должны вернуть $100 000 плюс проценты и оплатить судебные издержки, 11 марта 1996 года апелляционный суд Британской Колумбии отменил решение судьи, заявив, что он допустил ошибку. Несколько месяцев спустя, через 5,5 лет после убийства первого мальчика, Верховный суд Канады отказался рассматривать апелляцию родителей. Джоан и ее ребенок могли оставить деньги себе. «Я считаю, что деньги мне достались по праву», — сказала она однажды на камеру. «У меня нет никаких угрызений совести. Я могу посмотреть на себя в зеркало и сказать: ты хороший человек, не стыдись». Когда ее спросили, каково ее 3-летнему сыну, она ответила: «Он знает, кто его отец. Он узнал это из телевизора. Я просто не могу в это поверить. Я просто объяснила ему, что его отец был плохим человеком, и ему придется провести остаток своей жизни в тюрьме, и что мы никогда его не увидим. А он это принял». В 1983 году политик Гордон Тейлор внес в Палату общин Канады частный законопроект, предусматривающий казнь Олсона, несмотря на его приговор 1982 года и отмену в Канаде смертной казни в 1976 году. В поддержку законопроекта были подписаны многочисленные петиции, однако Палата общин отказалась его принимать. В августе 1997 года, после того, как Олсон отсидел 16 лет, он подал заявление по статье 745 Уголовного кодекса «Положение о слабой надежде». Эта статья позволяет заключенным, приговоренным к пожизненному лишению свободы и отсидевшим 15 лет, подать заявление об условно-досрочном освобождении. Родители погибших детей были убиты горем, им пришлось снова вернуться к этому кошмару. В свои 57 лет Олсон выглядел даже стройнее, чем в 1981 году, когда ему было 41 год. В рваной красной футболке со скованными ногами, за пуленепробиваемой перегородкой, Олсон время от времени перегибался через перила скамьи для заключенных, чтобы подчеркнуть свою позицию. Выступая в качестве своего адвоката, он обратился к присяжным из 6 мужчин и 6 женщин, рассматривавшим его ходатайство об условно-досрочном освобождении, утверждая, что ему нужно признаться во многих нераскрытых преступлениях. Некоторые убийства он совершил в одиночку, другие с подельником. Он сказал, что они были причастны к нераскрытой череде убийств в Грин-Ривер. Местная газета сообщила, что офицер, отвечающий за расследование дела Грин-Ривер, посмеялся над таким заявлением, сказав, что Олсону пришлось бы быть мошенником, способным проложить туннель из тюрьмы в Канаде в Сиэтл, чтобы убить кого-нибудь из женщин. По словам Брюса Норторпа, «Ничему из того, что он сказал или скажет, нельзя верить, если это не подтверждено независимыми средствами». Свидетель, доктор Тони Маркус, назначенный судом психиатр, утверждал, что Олсон по-прежнему такой же хитрый и изворотливый, каким он был, когда его осудили в 1982 году, и не проявляет никаких признаков выгорания. Это на самом деле делает его более опасным, поскольку большую часть своей жизни он провел в тюрьме. Второй свидетель сказал почти то же самое, что не было более безопасного способа освободить Олсона, полагая, что он практически не изменился. Судебный психиатр доктор Стэнли Семрау назвал Олсона совершенно неизлечимым и более опасным, чем в 1981 году, потому что он пользуется статусом знаменитости и пытается претендовать на титул серийного убийцы. Он сказал присяжным, что Олсон пристрастился к убийствам и является самым опасным сексуальным извращенцем, самой беспокойной и самой патологической личностью, с которой он когда-либо сталкивался. «Дамы и господа», — сказал Олсон в своем обращении к присяжным, — «вы видели меня раньше. Я похож на бредящего сумасшедшего?» Члены присяжных сохраняли спокойствие, но члены семей жертв громко рассмеялись и громко воскликнули «Да». В конце судебного процесса, среди аплодисментов и криков, во время которых некоторые вставали, судьи прекратили разбирательство не в пользу Олсона. Ходатайство об условно-досрочном освобождении было отклонено. Хотя Олсон был приговорен как минимум к 25 годам лишения свободы без права досрочного освобождения, он все время считал, что выйдет на условно-досрочное освобождение через 15 лет. Но присяжным потребовалось всего 15 минут, чтобы вынести вердикт, отклоняющий ходатайство Олсона. Его следующая возможность подать ходатайство на условно-досрочное освобождение предоставилась в 2006 году. Он содержался в учреждении строгого режима в Квебеке. Во время слушаний по статье 745 или по положению о слабой надежде в 1997 году ему было запрещено общаться с семьями жертв, включая совершение телефонных звонков и отправку им писем. Во время второго слушания по условно-досрочному освобождению Олсона, состоявшегося 18 июля 2006 года, ему снова было отказано.
Тогда Олсен сделал много странных и ложных заявлений, в том числе о том, что Соединенные Штаты помиловали его за предоставление информации о терактах 11 сентября. Согласно канадскому законодательству, теперь Олсен имел право каждые 2 года подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении. В ноябре 2010 года Олсену в 3-й раз отказали в условно-досрочном освобождении. В марте 2010 года разгорелись споры по вопросу выплаты Клиффорду Олсену пенсии по старости. Тогда средства массовой информации сообщили, что Олсен, находясь в тюрьме, получал от Канады 2 пособия федерального правительства на общую сумму 1169,47 канадских долларов в месяц. Олсен имел право на получение пенсии по старости. Все лица, соответствующие требованиям к проживанию в Канаде в отношении продолжительности пребывания в Канаде, имеют право на получение этой пенсии, начиная с 65 лет. А 1 января 2010 года Олсену исполнилось 70 лет. Олсен также имел право на получение гарантированной надбавки к доходу, присуждаемой пенсионерам с низким доходом. Деньги, о которых идет речь, находились в доверительном управлении Олсена. Канадская федерация налогоплательщиков выступила перед Постоянным федеральным комитетом по развитию человеческих ресурсов с требованием заставить депутатов принять законопроект С-31, который отменит пенсионные выплаты для заключенных. Организация также представила правительству 46 тысяч подписей под петицией с просьбой отменить Олсену льготы. Премьер-министр Стивен Харпер попросил правительственных чиновников разобраться в этом вопросе. 1 июня 2010 года правительство приняло решение прекратить выплаты Олсену, назвав тот факт, что он их получал, возмутительным и оскорбительным. В сентябре 2010 года Олсен отправил один из своих пенсионных чеков репортеру Sun Media с запиской, в которой озвучил просьбу передать этот чек в компанию Стивена Харпера по его переизбранию. В сентябре 2011 года в СМИ появились сообщения, что у Клиффорда Олсена обнаружена неизлечимая форма рака, и его поместили в больницу. Он скончался 30 сентября 2011 года в возрасте 71 года. Когда о смерти Олсена узнали члены семей убитых им жертв, они почувствовали облегчение, а некоторые не смогли сдержать слез счастья. В последний раз, когда констебль Мейл видел Олсена, он спросил его: «Что бы ты сделал, если бы вышел, Клифф?» Олсен ухмыльнулся и ответил: «Продолжил бы с того места, на котором остановился». Yeah.